Всем привет! 2 недели назад мы с вами вязали такого аппликацию слоника. Он вам очень понравился, и я решила продолжить эту тему легко и просто. Это то, что вяжется за 5 минут. Буквально за 5 минут. Значит, смотрите, мы с вами сегодня свяжем вот такую аппликацию котика, которая может стать брелком. Такой котик. Либо может стать брошкой, если мы сюда пришьем застежечку, или мягкий магнитик на холодильник. Вот этот рыжуха будет на моем холодильнике. Это уже точно 100%. Ну что, вам нравятся котятки? Очень мило, очень быстро. Приступаем. Первый ряд. В кольцо амигуруми набираем 3 воздушные петли. Дальше провязываем 14 столбиков с накидами. Заканчиваем первый ряд. В конце ряда мы вяжем соединительный столбик и стягиваем колечко. Вот что у нас получилось. Переходим ко второму ряду. Вяжем 3 воздушные петли. И сюда же в основание провязываем 1 столбик с накидом. И теперь дальше мы провязываем 14 прибавочек столбиками с накидом. То есть в каждую петелечку мы вяжем 2 столбика с накидом. Заканчиваем второй ряд соединительным столбиком. Вот что у нас пока получается. И теперь третий, пожалуй, самый интересный ряд. Тут уже будет прям сразу все оформление. Вяжем 7 воздушных петель. Со второй от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Это у нас будет ручка. Теперь в основание мы провязываем вот сюда же, вот сюда, откуда вывязывали, соединительный столбик. И дальше провязываем еще 4 соединительных столбика. Ручку мы связали, теперь мы будем переходить к ушку. Ухо мы вяжем следующий вот столбик, мы провязываем 2 столбика с накидом. Прибавочка, прибавочка столбиком с накидом. Дальше провязываем 2 воздушные петли. Во вторую соединительный столбик. И теперь провязываем столбик с 2 накидами в соседнюю. Видите, вот сюда в соседнюю. Столбик с 2 накидами.
И сюда же провязываем полустолбик с накидом. Вот такое ухо. Милота. Дальше мы вяжем 3 соединительных столбика. Теперь провязываем полустолбик с накидом. Сюда же столбик с 2 накидами. Две воздушные петли. Во вторую соединительный столбик. Это такое макушка-ушко. И дальше провязываем 2 столбика с накидом в одну прибавочку, получается. 2 столбика с накидом. Тут у нас было одно ушко, теперь второе ушко. Дальше мы с вами провязываем 5 соединительных столбиков. И теперь мы с вами переходим ко второй ручке. Вяжем 7 воздушных петель. И со второй от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Так, связали 6 столбиков без накида, и сюда же в основание мы провязываем соединительный столбик. Вот у нас получилась вторая лапка. Дальше мы провязываем 3 соединительных столбика. Вот они, наши лапки, ушки. Теперь вяжем хвостик. Набираем 12 воздушных петель. В четвертую от крючка, вот в четвертую, я провязываю, вернее, с четвертой я провязываю 5 столбиков с накидом. И дальше провязываем 4 столбика без накида. Четыре. И теперь в основание сюда же мы провязываем соединительный столбик. И на этом мы завершаем нашу заготовочку. Обрезаем нитку. Вот, смотрите, такой раскотяшенный котик. Если вы хотите сделать хвостик поуже, вы можете связать 5 столбиков без накида и 4 соединительных столбика. Тогда хвостик у вас будет такой худенький. Ну, я решила сделать такой пышный. Так. Вот такая красота. Теперь к нему нужно связать сердечко. Сердечко даже не знаю, какого цвета сделать. Розовое или такое темное прям. Ну, наверное, розовое. Приступаем к вязанию сердечка. В кольцо амигуруми набираем 3 воздушные петли. Дальше провязываем 2 столбика с 2 накидами. Затем вяжем 2 столбика с накидом.
Теперь мы провязываем одну воздушную петлю. Дальше мы провязываем столбик с 2 накидами. Одну воздушную петлю. 2 столбика с накидом, с одним. 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Дальше провязываем 2 столбика с 2 накидами. И завершающий штрих, 3 воздушные петли и соединительный столбик сюда, в кольцо. Закрепляем. Все, обрезаем ниточку. Теперь стягиваем колечко. И вот у нас какое сердечко милое получилось. Здесь мы завязываем узелок. И будем прятать. Или хотите прячьте, хотите просто обрезайте ниточку. Потому что он у нас, сердечко, будет либо пришиваться, либо приклеиваться. Опять же, как кому нравится. Вот такое вот сердечко. Котик. И вот оно, наше сердечко. Так, теперь мы будем вышивать носик. Угу. Раз у нас сердечко розовое, значит носик у нас получится... Будем вышивать темненький. Все-таки решила вышивать не темный, а такой вот персиковый. Значит, смотрите, носик мы вышиваем вот первый ряд. В конце первого ряда посерединке, вот между ушками у нас получается. То есть не с середины, вот отсюда, не с кольцами груми, а чуть выше. Делаем несколько стежков, чтобы у нас такой вышел носик. Не знаю, решила сделать такой светлый. Почему? Не скажу, сама не знаю. Может быть, темный, конечно, и смотрелся бы лучше, оттенял бы все это дело. Вот так вот стежками, несколькими. Вот он, носик. Теперь смотрите, я прикладываю глазки, но мне нравится, когда они такие ближе к носику. Вот так. У меня 5 миллиметров. Можно, конечно, и побольше. У меня клеевые. Можно поставить, пришить бусинки какие-то. Можно еще что-то сделать. У меня, допустим, вот смотрите, я сделала вот такую аппликацию. Вот у меня были камушки. И такие вот теперь глазки. Так, все, сейчас я эти глазки приклею. Так, один и второй. Удобнее, конечно, не пистолетом. Наверное, наклею. Ой, вот они, наши глазки. И что еще у нас? Сердечко. Сердечко я тоже буду приклеивать на пистолет. Вы можете пришить это уже по вашему желанию. Я не хочу сейчас долго пришивать. Поэтому быстренько раз-раз и приклеили. И также само лапки. Слегка скрипучий. Когда я его поменяю? Так. И вот мы обнимем сердечко наше одной лапкой и второй лапкой.
второй лапкой. Угу. Вот она, наша кошечка. Смотрите, какая милая. Держит сердечко. И вот они, аппликации готовы. Вот смотрите, есть серая, такая темно-серая, почти черная кошечка. Есть беленькая кошечка. Вот они, наши аппликации. То есть можно пришить куда угодно. На одежду, на рюкзачки, на что вам еще нравится. Что вы хотите украсить. В принципе, даже там какую-то рамочку для фотографии детскую. Прекрасно будет. Ну, мы, конечно, не останавливаемся на этом, потому что слоник вам понравился. Не, это вырежешь. Мы на этом не останавливаемся и продолжаем делать из этой кошечки что? Брелочек или магнитик. Или даже брошку. Все элементарно. Теперь мы будем вязать заднюю часть нашего котика. В кольцо амигуруми набираем 3 воздушные петли. И дальше провязываем 14 столбиков с накидом. То есть фактически мы повторяем первый и второй ряды нашего котика. В конце первого ряда мы провязываем соединительный столбик. И переходим ко второму ряду. 3 воздушные петли. Сюда же в основание вяжем. Вот видите, откуда у нас воздушные петли шли. Откуда у нас воздушные петли шли. Вяжем столбик с накидом. И дальше в каждую петелечку провязываем по 2 столбика с накидом. То есть 14 раз мы делаем 14 прибавочек. В конце второго ряда мы делаем соединительный столбик и обрезаем ниточку так, чтобы нам хватило пришить. Это уж точно будем пришивать. Так, теперь берем нашего котика, муркотика, переворачиваем и с задней стороны будем пришивать. Вшивать вот это вот все. И так потихонечку, петелька к петелечке, пришиваем. Тут где ушки можно вот так прихватить. Не хватит, не хочет. Вот так. И так дальше по кругу, не до конца, потому что мы сюда добавим немного холофайбера. Вот я чуть-чуть не дошила, добавляю холофайбера немножко. Тут такая немного объемная была, но не сильно прям пышная наша кошечка. Вот так. Ой, смотрите, какая она сразу такая забавная, кругленькая, округлилась. Мило, очень даже мило. Так. И да, пришиваем.
Вот так вот. Чудесно. Можно прямо вот с этой ниточки, что у меня осталось, и сделать подвес для брелочка. Смотрите, какая прелесть. Она такая толстенькая, классная. То есть мы здесь можем приклеить магнитик. И у нас с вами будет вот такая кися на холодильник. Круто, правда? Такая милота. Еще мы с вами можем пришить сюда вот такую булавочку специальную. И у нас с вами получится брошка. Очень такая забавная. Дальше. Можем, естественно, поставить на карабин этот брелочек сердечком. А можем просто вот сделать завязочку. Простую. Вяжем воздушные цепочки. Длину уже регулируйте сами. Я нитки обрезала, вот сколько у меня нитки хватит, столько в принципе и свяжу. Так, такой, конечно, маленький. Можно подлиннее, но я уже переделывать не буду. А вы учтите. Так. И все, и вот сюда вставляем. Вот такая милота. Всю эту ниточку мы можем еще завязать узелочком и спрятать. И мне нравится, что хвостик, он такой висит вот как настоящий. Можно еще, знаете, что сделать? Можно сердечко сделать из фетра и вышить его бисером. Тоже будет смотреться очень даже шикарно. Вот так. Размер глазок выбирайте уже сами. Вы видите два варианта. Какой вам больше понравится. Вот мы и связали наш брелочек-котик, который изначально, конечно, был аппликация. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии, делитесь своими впечатлениями, пишите, что бы вы хотели еще увидеть. Мне очень интересна с вами связь, ваши идеи, ваше вдохновение, ваши пожелания. Все настолько меня поддерживает. И я понимаю, что я не зря всем этим занимаюсь, что вам это нравится. До встречи. Пока. Ну вот, мы и на холодильнике.